Все орудия могут стрелять, но только некоторые ваншотить. Именно такая пушка стоит на британских ПТ САУ 10 уровня ФВ-4005 и ФВ-215Б-183. Она может уничтожить танк одним выстрелом. К сожалению, в комплекте с фантастическим уроном идет множество сложностей и минусов, а также зависимость от неизмеримого параметра – везения. С первого взгляда видно, что британские топовые ПТ САУ – это разные машины. ФВ-215Б медленная с бронированным лбом, 4005 несколько подвижней, но не до той степени, чтобы ездить с фланга на фланг. Еще у нее огромная уязвимая башня с очень тонкой броней. Эта машина уязвима больше, чем Ваффентраггер. В бою ФВ-4005 и ФВ-215Б действуют по-разному, но роль у них одна – нанести колоссальное количество урона. Главное, что есть у наших героев – это разовый урон. У фугаса это значение сопоставимо с артиллерийским 1750 единиц. За счет бронепробития хэш-снаряда они одним выстрелом могут уничтожить средний танк высокого уровня и даже некоторые тяжелые машины. На самом деле полный урон проходит не всегда. Для этого фугасу надо пробить броню. Попадание в экран или внешний модуль, например, гусеницу, вызывает преждевременное срабатывание снаряда, воздействие которого на основную броню ослабевает с расстоянием. Попасть в уязвимое место сложно. Здесь потребуется терпение и даже везение, ведь у орудия низкая точность и долгое время сведения. Это одна из причин, почему на этих танках сложно воевать. Хэш-фугасы могут 3-4 раза подряд нанести полный урон, а затем долго разрываться на внешних модулях, не причиняя особого вреда. Так как разброс у орудия не маленький, при стрельбе на дальней дистанции с использованием хэш-боеприпасов приходится надеяться на удачу. Скорость сведения и точность орудия на ФВ-4005 и ФВ-215Б немного различаются. 4005 сводится быстрее, чем ФВ-215Б. 3 секунды вместо 3,4. Эта разница очень хорошо чувствуется в городских условиях. Быстрее сведемся, быстрее нанесем урон и уйдем с линии огня, а значит меньше риск получить вражеский снаряд. Разница в точности тоже в пользу ФВ-4005. Разброс орудия 0,38 против 0,40. Мелочь, а приятно. Каким бы медленным ни было сведение и низкая точность, когда сам встречаешь машину с такой пушкой, становится страшно. Ведь шанс, что в тебя попадут, все-таки остается. Если встреча со 183 миллиметровым орудием состоялась, в ваших силах свести ущерб от хэш-снаряда к минимуму. На некоторых танках выгоднее выехать под выстрел чуть ли не боком, а не пытаться стать ромбом. С их точностью высока вероятность, что снаряд попадет в гусеницу. Конечно, французским танкам этот совет мало поможет, но даже у них шанс имеется. Еще на ближней дистанции очень эффективно танцевать корпусом. ПТ будет сложнее прицелиться, и круг сведения будет постоянно сбиваться, особенно если ПТ начнет доворачивать корпусом. В поединке с этим ПТ стоять на месте колом – наихудшее решение. Нужно двигаться. Перед владельцем ФВ-4005 или ФВ-215Б стоит выбор, что зарядить в пушку – бронебойный или хэш. Фугасный снаряд наносит колоссальный урон. Очень приятно бахнуть по врагу под 2000. Но хэши дорого стоят, и нанести ими полный урон сложно. Бой превращается в ожидание чуда. В арсенале ФВ есть более дешевые и прогнозируемые бронебойные снаряды с приличным пробитием в 310 мм. Этого хватает, чтобы нанести урон в большинстве ситуаций, особенно когда противник стоит боком и можно стрелять просто в контур. Решить, какой снаряд использовать, поможет интуиция и планирование. Рассчитывайте, в кого вы будете стрелять. Если это Маус или Е100, их сложно пробить хэшем. Зато средние танки или ПТ от него будут лопаться.
За высокий разовый урон ФВ-4005 и ФВ-215Б приходится расплачиваться скорострельностью. Она составляет 2 бадшата в минуту. С вентиляцией и усилением экипажа мы можем сократить время перезарядки с базовых 30 секунд приблизительно до 25, что все равно очень долго. В этом самая большая сложность игры на ФВ. Часто эти танки делают один выстрел и умирают, просто не успевая перезарядиться. А если выстрел еще и не уничтожил противника, то дела совсем плохи. Чтобы уменьшить уязвимость из-за КД, есть 2 метода. Либо стрелять издали и прятаться, либо не оставаться в одиночестве. Очень часто эти машины спасает страх вражеской команды перед ними. Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда в конце боя несколько танков боятся выйти и уничтожить какую-нибудь ФВ-4005 за углом. А ведь достаточно одному танкисту принять урон, остальные легко загрызут ПТ и победа в кармане. Если же такая машина стоит за углом не одна, а за спинами товарищей, то выезжать в большинстве ситуаций будет глупостью. Придется повозиться. Одно из решений – обойти противника с фланга, скажем так, открыть второй фронт. Противник не сможет эффективно защищаться с 2 направлений, и вам будет гораздо проще уничтожить опасную ПТ-шку. Второй вариант – встать в оборону. Это менее рискованно, так как ПТ будет сложнее отстреляться. Но тут нужно учитывать состав своей команды. Понятно, что СТ не смогут защититься от тяжелых машин. Тактика применения в ближнем бою ФВ-4005 и ФВ-215Б разная. У ФВ-215Б крепкая башня толщиной в 250 мм. Ее щеки располагаются под хорошими углами, и есть потенциал сдержать снаряд. Поэтому на этой машине нужно прятаться в амбразурах или за укрытиями. Она не сможет танковать, но в ситуациях, когда вам нужно выйти, долго сводиться и сделать выстрел, крепкая башня дает шанс на то, что вас не пробьют. ФВ-215Б больше подходит для сдерживания или продавливания направления. Ситуация с ФВ-4005 совершенно другая. У нее огромная тонкая башня. Любой танк может пробить ее фугасным снарядом, и спрятаться она не может даже за маусом. Поэтому можно считать, что машина никак не защищена. По сравнению с ФВ-215Б у нее лучше динамика. Не на уровне среднего танка, но разгоняется и крутится машина заметно бодрее. Тактика ФВ-4005 – быстро выйти, сделать выстрел и быстро уйти на перезарядку. При этом желательно уехать подальше, чтобы в случае, если противник пойдет в атаку, помочь союзникам издали. 215Б этого позволить не может. Башня у обеих ПТ вращается, но всего на 90 градусов. Это ограничивает их в действиях. Выкатиться из-за угла и сразу выстрелить не получается. Надо доворачивать корпусом. Врагу не составит трудности их закрутить или просто притереться к борту. Скорость вращения башни ФВ-4005 – 12 градусов в секунду. Это на 4 градуса медленнее, чем у Мауса. Рекорд, державшийся столько лет, побит. Чтобы начать целиться, ей иногда легче просто довернуть корпусом. В целом, игра на британских ПТ – это настоящий вызов. Не только противнику, но и себе. У вас одно 183-миллиметровое качество, которое уважают и боятся. Станьте за укрытие на ключевом направлении и посчитайте, сколько времени потребуется врагам, чтобы осмелиться выехать на вас. С другой стороны, после выстрела вы становитесь легкой мишенью, и здесь уже все зависит от вашего опыта, везения и помощи союзников. Если же вы играете против этих ПТ, используйте численное и тактическое преимущество. Заходите с фланга, крутите врага, избегая смертельного попадания, и тогда грозный лев покажется безобидным котенком. Чтобы узнать больше о главном калибре Ее Величества, переходите на специальный сайт fv4005.ru. Удачи на полях сражений!